Здравствуйте, мои дорогие друзья, мои дорогие любимые подписчики и гости канала, те, кто, быть может, совершенно случайно оказались на канале Таро Немо. Таро расклад. Что придет в вашу жизнь? Давайте с вами узнаем. На пороге каких событий вы стоите и чего вообще ждать от тех событий, которые будут разворачиваться в ближайшее, может быть, время и придут на ваш порог. Или кто, может быть, придет на ваш порог, с чем будут связаны какие-то жизненные метаморфозы, кто знает. Давайте с вами раскроем немножко, заглянем в будущее, что придет в вашу жизнь, с чем или с кем это будет связано. И вначале традиционно мы сделаем сигнификацию, чтобы вы могли определить, насколько наш прогноз подходит лично вам и с кем сегодня готовы говорить карты. Вы сейчас. Кто-то учится, хочется сказать. А в целом это карта сдачи экзамена, вообще перехода на новый уровень или какой-то новый жизненный этап. Вот он уже буквально у вас на пороге. Вот именно сейчас вы можете или могли, например, да, действительно что-то изучать как подушку безопасности для себя, вот по части, кстати, финансов, потому что нужно решить вопрос. И одним методом как будто маловато, или траектория узковата, надо добавить что-то еще. И вы что-то изучаете поэтому. Кто-то из вас собирается, может быть, и переехать, и для того, чтобы быть более ресурсным, работать из любой точки мира, или, может быть, даже удаленно работать. Вы тоже что-то изучаете, кто-то меняет отношение к финансам. Что я имею в виду? Ну, пересматривает статьи доходов, расходов. Это тоже очень даже требует внимания и полезно. Вот есть хорошая поговорка: то, что мы сэкономили, считай, 2 раза заработали. И вы где-то сейчас, может быть, и вынужденно проводите такую аналогию, да, заработал и потратил. А что будет дальше? А как это учитывается с моими планами? Но тут явно есть тот человек, который ресурсный, потому что это таланты, мои дорогие, которые мы раскрываем. Может быть, те таланты, которые дремлют. Вот они дремали, и тут вы, наконец, на что-то решаетесь. И явно вы на что-то решились. Может быть, для кого-то из вас много работы, когда времени не хватает. Да, работы явно много. Вот кто меня смотрит, что вас отличает от всех остальных. Вкалывать, наверное, приходится. Карта силы. Хочется сказать, что сил-то у вас, понятно, хватит. Тут о себе, главное, тоже не забыть. Может быть, не совсем вы соглашаетесь. Тут такой психологический момент, мои дорогие. Вот вы работаете, и я могу сказать, от вас многие люди зависят. Может быть, это ваши близкие. У кого-то это должность на работе. Коллектив от вас зависит. Или какие-то люди, но все равно, пусть отдел или какое-то ваше подразделение, оно не такое большое, но все равно это вы как бы интересы вашего отдела, подразделения транслируете, может быть, вышестоящему начальству. Это вы доносите то, что происходит, и от вашей подачи это будет как-то воспринято. Поэтому это мера ответственности, безусловно. По аркану силы это еще и критическое мышление. Вообще солнце в деве где-то так. Поэтому рационализм, логика, практика и, опять же, много работы. Где-то и вам приходится, словно вот этого льва, лев прообраз нашего эго, постоянно в себе усмирять. Может быть, потому что, ну, вы не совсем согласны с тем, что происходит вокруг. Может быть, вы понимаете, тут явно мудрый человек, сильный и мудрый нам показан. Вы понимаете, что да, я не могу согласиться со всеми, потому что моя точка зрения, она другая. Хочу или нет, я все равно вынужден или вынуждена продолжать взаимодействие с этими людьми. Может быть, это и ближайшее окружение, а может быть и чуть подальше. Поэтому какой-то прессинг вам явно приходится выдерживать. Вот эту силу, как будто волю в кулак собрать, потому что сейчас так нужно. Давайте, кто вы и что у вас происходит сейчас? Да что-то меняется, 2 старших аркана. Может быть, недавно что-то у вас изменилось или пришли какие-то вести, информация, или вы видите, пусть это будет даже работа, да, или ваши достижения. Вы тут что-то пытаетесь, как новую конфигурацию чего-то найти. Потому что, опять же, ведь это карта интуиции, карта сила, как ни странно, энергия, как у карты мага. А маг – великий практик, опять же, да, и он умеет слушать
вот именно свою чуйку, хочется сказать. И вроде бы предпосылок-то ведь нет, да? Хотя 2 старших аркана будут говорить, что да, предпосылки, они, знаете, это, не есть что-то материальное, но это как перемены, которые витают в воздухе. И вы просто чувствуете, слышите, как растет трава. Вы понимаете: нет, вот то, что сейчас, это на какой-то срок. Дальше неизбежны какие-то перемены. И мне нужно к этому подготовиться. А за спиной еще те, которые от вас зависят. Вот и тем не менее, вы как бы находитесь в такой двойственной ситуации. С одной стороны, это вот как наша ведьмочка на пороге, да, на пороге развилки, перекрестка. Вроде как дальше надо ехать, непонятно куда дальше. Тут еще что-то тянет назад, это точно, потому что что-то не определено. И вот эта ситуация выбора, когда, может быть, мои дорогие, вам нужно интуитивно просчитать правильный ход, правильный шаг. Что у вас сейчас? Ну, оно логично, правда? Я надеюсь, все правильно понимают, что смерть – это не про смерть, это карта трансформации, это карта перемен. Это как вот по этой карте, мои дорогие. Туда или сюда. А вот одновременно и туда, и сюда у нас не получается. И стало быть, если туда, так уже не сюда. А если сюда, так значит и туда не пойдем. Выбор, мои дорогие, какой-то сложный выбор. Вы уже готовы морально его сделать. Вы готовы вообще, в принципе, корректировать свою жизнь. Может быть, вы уже прошли. Мы ведь смотрим, что сейчас. Может быть, вы уже прошли и получили такой ценный опыт. Вас уже ничего не удивляет. Поэтому где-то на пороге вы чувствуете и строите планы на будущее, на далекое будущее. Вы сами пытаетесь просчитать не просто траекторию на пару-тройку дней. Нет, тут у нас такой ресурсный человек. Вот эта карта обучения, она не случайно с картой звезда. Кто-то задумал вообще такой глобальный проект или проект стать популярным. Кто-то задумал переехать очень далеко. Но пока вы еще не знаете, да, как вот мне выкрутиться, может быть, из сегодняшнего положения. Ведь тройка ведь не такая крупная карта. А планы у вас масштабные, мои дорогие. Правда, 4 старших аркана. Человек, по сути дела, который умеет адаптироваться к жизни. А вот все то, что старшие арканы, это все то, что мы не можем отменить. И вы это чувствуете. Что я сейчас как во власти событий. Я сейчас во власти обстоятельств. И мне еще предстоит много чего преодолеть. И, наверное, основное – уметь договариваться и как финансовую брешь закрыть. Или какие-то обязательства, может быть, долговые у кого-то, правда, свести к нулю, тоже закрыть. Решить какой-то вопрос по финансам определенно нужно, потому что он вас тормозит. Вы чувствуете себя где-то измотанным, кстати, недостаточно понятым или понятой. Вы только одни видите, насколько вы много работаете или сколько вы приложили усилий. И в то же время вам нужно просчитать свою траекторию безошибочно. Потому что ж сил не так много, мои дорогие. Есть точно какая-то путаница. И на сегодняшний день понимание того, что вы хотите осуществить, все-таки даже, может быть, близкие никогда не разделят полностью и никогда не поймут. Вы даже, я могу больше сказать, вы умеете хранить тайны. И то, что вы задумали, вы особо не говорите, потому что, с одной стороны, вы сами понимаете, проболтаюсь, словно спугну удачу. К счастью, удача любит тишину. А с другой стороны, непонятно, с кем мне придется договариваться, и чтобы не было вот этой конфронтации, чтобы тебе завтра не вспоминали, что ты сказал сегодня, вы тоже уходите где-то. Но явно какая-то история, когда вы либо работаете на износ, либо когда вы постоянно что-то преодолеваете, или, кстати, по пятерке Пентаклей иногда проходят, ну, темы, которые связаны с вашим местом пребывания, недвижимости. Здесь тоже может быть вопрос, опять-таки вопрос нерешенный. И это, ну, так немножко тяготит, потому что как будто мы не понимаем, где мы будем завтра. А может быть, и было бы проще решить.
а вот не мешает решению именно еще какая-то финансовая ситуация. Но судите сами, насколько это вас откликается. Мы пойдем дальше. Так что же придет в вашу жизнь? Что идет, может быть, поначалу, да, и придет? Чего ждать от этих событий, которые идут на ваш порог? Как это будет развиваться? Давайте посмотрим, столько старших арканов. По тройке пентаклей, что тут будет развиваться? Будьте уверены, у вас все разовьется как положено. По королеве пентаклей та, которая умеет сказку сделать былью. Сначала она план, проект продумывает именно как в уме, в ментальности. Потом это перекладывает на практику, может быть, пробует одно, не сработало, окей, тогда второе что-то. Она умеет быстро, гибко перестраиваться. Она умеет и решать финансовые проблемы, она надеется сама на себя. Тут самое главное, и вы, кстати, это можете ощущать, самое главное, чтобы мне не мешали. Какая-то многозадачность, она же присутствует, а к этой многозадачности еще и присоединяется, ну, какие-то внешние события, неопределенность, вот именно извне. Что-то не продумать, немножко даже на пару шагов вперед, потому что, ну, посмотрите, и правильный расчет собственных, и приложение собственных усилий дают какую-то новую парадигму качества жизни. Вот для вас сейчас все это важно. Вы сами. Для кого-то из вас нужно заботиться о имидже, потому что, ну, по нашему имиджу, внешнему виду люди встречают, говорят по одежке, провожают уже по уму, а встретят-то все равно вот это первое, то, что мы создаем как впечатление у людей, оно западает в душу и словно в уме оседает. И нас в последующем будут вот с этим первым образом ассоциировать. И кто-то из вас буквально меняет себя. У кого-то, может быть, даже на кону как здоровый образ жизни. А почему нет? Какие-то привычки. Ну, кстати, трудоголикам, вот, а тут нам трудоголика показывает, это ведь тоже неблаго, потому что мы себя как будто в ноль, в тираж выпускаем. И вот пятерка, которая у нас в конце первого ряда, это вы сейчас чувствуете усталость. Меня как будто разорвали на части. Ну, вот у кого-то так. И собрать себя воедино предстоит задача, чтобы меня хватило на все. Но у вас получится. Но какие-то важные вам в отношении себя решения нужно принимать. Итак, что же идет в вашу жизнь? Какое-то однозначное решение вы вот тут будете принимать. И я так могу предположить, что это будет связано, что идет в вашу жизнь. Какая-то новость, информацию вы скоро получите. Тем не менее, у нас пара выпадает, хотя нам тут показали человека ресурсного, который больше сконцентрирован на вопросы дома, достижений, финансов. А для кого-то вот вместе со всей этой кутерьмой, да, вот именно кутерьма, потому что старшие арканы, так тут еще и личная жизнь в какой-то запутанной плоскости. Почему? Аркан силы, аркан мага. И карта сила, женская сила, маг у нас больше. Это, конечно, мужские энергии. История пары. История двух людей, достаточно сложных людей. А простые неинтересные, а со сложными никогда не бывает просто. Но вот, видимо, может быть, и были какие-то договоренности по части встреч. Кто-то с этим человеком на расстоянии, это точно. У кого-то это расстояние просто огромное. Это не там, за углом, в соседнем доме или в соседнем городе. Тут могут быть страны, тут континенты, мои дорогие, могут быть. И к этому тысяча причин и каких-то неопределенностей. Тысяча условностей. Но еще и помимо всего прочего нужно найти взаимопонимание. Взаимопонимание, пятерка пентаклей, тоже явно где-то утрачено, друг друга не поняли. В каком-то контексте, может быть, и поняли, и отношения продолжаются, но перевести их на какой-то новый уровень не получается. А может быть, это вам, мои дорогие девочки, несмотря на то, что у нас первая королева пентаклей, да, выпадает, мы в целом обрисовали энергии. Это вам нужно быть и в мужских, и в женских энергиях одновременно. Того требует обстановка, что идет в вашу жизнь. Тем не менее, вот ваши близкие, ваши родные, кого вы любите, они останутся с вами, особенно для людей семейных.
Может быть, там будут какие-то пересмотры, может быть, и движения, может быть, это даже взрослые дети. Понятно, у них своя жизнь развивается, но тем не менее, что идет в вашу жизнь? Конкретно мы вопрос задали. И десятка пентаклей – новое качество жизни. Вы можете это чувствовать, может быть, и теперь пытаетесь максимально вот эту траекторию или просчитать, или интуитивно предугадать, куда же сделать правильный шаг. Но это может быть и решение финансовых вопросов. У кого-то у вас действительно придется пересматривать, откуда к вам приходят деньги, 13-й аркан. И, может быть, вполне вероятно, это какие-то финансовые сюрпризы. Я не могу сказать, что это для вас минус, но вам придется адаптироваться к каким-то новым условиям именно по части финансов. Что идет в вашу жизнь? Тут прям летит в вашу жизнь, спешит по рыцарю мечей. Это, знаете, совершенно что-то как неожиданный визитер. Может быть и правда, человек придет на ваш порог, вот буквально в ваш дом или, ну, где-то встреча произойдет. Может быть и на работе, почему нет? Тут и рабочие процессы какие-то тоже могут проходить, а по рыцарю мечей это мы сами, кстати, ищем правду, истину, и мы ее находим. Может быть и вам, что идет в вашу жизнь, необходимость отправиться к юристу, адвокату или разузнать, как в отношении вас работает закон. Может быть, это и не юрист, не адвокат, но какая-то контора, да, которая официальное учреждение, которые дают консультации, как вам правильно поступить, какие документы подготовить. Ну, вот что-то есть такое, да, и вот есть в этом необходимость как будто быстро. Может быть, это и не только буквально ваше перемещение, а какие-то звонки, общение. Но явно вы хотите для себя что-то прояснить на долгий период времени или у кого-то звезда будет связана именно с переездом, что идет в вашу жизнь. Если это кого-то порадует, как будто вот это недостаток, да, пятерка пентаклей, тем не менее, у вас, если даже шестерка кубков не говорит о том, что буквально вам кто-то дает деньги, нет, конечно, но у вас есть тот, кто вас будет поддерживать. По крайней мере, тот, кто вас понимает, мои дорогие, может быть, даже вами восхищается, вашей силой, вашим упорством, вашей настойчивостью, умением преодолевать какие-то жизненные барьеры, метаморфозы. Явно есть тот человек, для которого вы, ну, удивительный или удивительная. Может быть, когда перекладывает вашу судьбу, вот не случайно маг. Почему вот это, если правда, проигрывается у кого-то как связь двух людей, пусть людей сложных, но тем не менее, вот это связующее звено может быть, потому что кто-то вами именно восхищается, перекладывая ваши истории на свою жизнь и думая, а я выдержал бы, а я выдержала бы, и может себе ответить не уверен или не уверена. Именно строится на том, что вас видит человека искреннего. Несмотря на какие-то превратности судьбы, вот то, что вы, может быть, сделали очень хорошо раньше, или какой-то был пункт, может быть, даже в ваших отношениях, все-таки тут у нас отношения, когда вы о ком-то заботились или проявили в чем-то участие, неравнодушие проявили. Вот это очень важно. Тут вот карта искренности, тут не меркантильности, а именно искренности. И вот есть тот человек, который за вас как минимум переживает, по крайней мере, хотел бы с вами продолжение отношений. Но для кого-то из вас королева Пентаклей и шестерка кубков. Это ваша забота, может быть, о детях, о тем или те, кого вы любите. И как бы тут ни выглядели обстоятельства, есть то, но это как вы чувствуете не то, что это даже через бумагу, а это ваше обязательство участия в каком-то деле. И это будет продолжено. Может быть, это вы подписали какие-то документы, кстати, вот я могу такое допустить. И этот документ, он одновременно считается финансовым и на вас накладывает тоже обязательства. Но какая-то перестройка вам потребуется
Потому что вот по рыцарю мечей иногда, знаете, буквально врываются в нашу жизнь персонажи, которые, ну вот как, пусть не в этой колоде, но мне очень нравится эта характеристика бунтарь без причины. Вот с нами кто-то может спорить, а бесполезно. Потому что вы сами практики, а практика – это критерий истины. Но какая-то информация, которая буквально врывается в вашу жизнь, она вас заставляет задуматься о том, что, нет, тут что-то может быть иначе. И, может быть, вы уже будете искать в ближайшее время какой-то альтернативный вариант по части взаимоотношений и по части финансов. Как будто именно к этому вас ведет судьба. Чего ждать в ближайшее время, может быть, давайте узнаем. Да, посмотрите. По пажам, и у вас пажи, вестники, но вам как будто придется делать выбор. Буквально карта у нас тут, топография какая-то, да, география, может быть. Я где-то вскользь сказала, куда я еду и зачем. В зависимости от того, что вы услышите или какую информацию, может быть, это и документ, бумага конкретная, которую вы получите, для вас такой, пусть недолгий, но будет момент перезагрузки. Вам нужно что-то будет просчитать, будьте к этому готовы. Причем просчитать на будущее. Более того, действительно, кто-то из вас соберется, может быть, и в краткосрочную поездку, я такое могу допустить, потому что тройка жезлов всегда герои как будто остановились. Остановились, потому что они просчитывают, все ли готово в дне сегодняшнем, все ли я взял из прошлого, именно в день завтрашний. Поэтому где-то с учетом первой карты может быть дорога в разведку. Или вот когда нужно с чем-то определиться, увидеть своими глазами, договориться или совершить этот важный разговор с конкретным лицом, чтобы больше было ясности, самое главное. Но некоторая заминка она может быть. Чего ждать еще? Знаете, идет какая-то ситуация к развязке. Вот посмотрите, центральные карты, аркан колесница, маг и 20-й аркан суд. И хоть и говорят, суд страшный, да, страшный суд так чаще называется карта, то здесь нет. Тут как будто все живое поет и танцует, да, волшебная флейта, наверное, и избавление от боли. Это заканчивается какой-то жизненный этап, как целая эпоха вашей жизни. Может быть, нам такого ресурсного человека изобразили картой. Это вам за одну жизнь предстоит несколько жизненных этапов пройти. И неважно, какой ваш возраст, это вот такова судьба. Она вас ведет какой-то своей линией. Когда вы можете предчувствовать, кстати, да, но просчитать до пункта вы не можете. Поэтому, может быть, вы и готовы к тому, что, возможно, в вашей жизни что-то подобное было. Когда вот начинает что-то закручиваться, да, и создается какая-то неразбериха, абракадабра. Так и жди, что вот сейчас будут и перемены. А что это за перемены идут на ваш порог, хочется спросить. Ну вот как избавление от боли, от страданий, тройка мечей, вы действительно как уходите из прошлого. Топчан уже пустой, уже комната пуста. И не важно, что тут чернила опрокинулись, или какие мы раньше писали дневники. Вот такая аффирмация, как «я в чем-то поставил точку». Тут 3 точки, 3 меча в макет сердца. Я больше не хочу быть в прошлом. Это ваше желание, оно где-то движет вами. Что еще идет на ваш порог? Восьмерка жезлов, ждите. Тут много будет новостей. Вы знаете, вам скучать, судя по всему, ну, будет некогда. Точно так же это можно сказать и о вашей активности. Мало того, что и новости вы слышите, так тут и как бы услышали новости, и надо это перекладывать в какие-то действия. Поэтому решение и решимость тут явно вам предстоят. И восьмерка жезлов, пусть не в этой колоде, но это карта в некоторых трансформации. И мы с вами говорили, 13-й аркан, тут тоже какая-то трансформация. Тут, можно сказать, может быть, вам в ближайшее время, может быть, месяцы предстоит вот эту трансформацию пройти. Когда сначала одно вроде меняется, потом следом новости или от людей, или обстановка так, а потом следом еще какой-то выбор, проверка словно, да, и еще какой-то трансформационный момент, или который будет связан действительно с переездом.
У кого-то эта разведка кончится с тем, ну или как вы сначала пробный шар, да, кинете в лузу, попаду, не попаду, или отправитесь куда-то, потом, когда уже раз пытаете, вы будете понимать, что да, игра стоит свеч. Точно, игра стоит свеч. Победа, мои дорогие. Шестерка жезлов. Вот оставайтесь, наверное, в тех энергиях, в которых вы сейчас. Вот выпали такие карты, что даже, честно говоря, не хочется продолжать. Почему? Нам показан очень мудрый, волевой и интуитивный человек. Так как вы знаете сейчас, это вот все просто как подтверждение. Потому что вы уже не бездействуете, вы что-то пытаетесь просчитать, понимая, что, ну да, когда ты готов к переменам, тогда у тебя меньше будет таких конфузов, когда все внезапно, все неожиданно. А нет, а вы в себе скажете, а я уже где-то об этом думал или думала. Ну ладно, давайте достанем еще один ряд. И в конечном-то итоге, что же придет в вашу жизнь? На пороге каких событий вы стоите? Что будет дальше? В принципе, что будет? Победа у нас уже есть, но это будет от ваших решений и решимости. Плюс какая-то информация. Вы себя явно поблагодарите, что выдержали какой-то сложный путь. Но тут мы ведь говорили, что у вас планы такие наполеоновские, хочется сказать. Так вот, давайте, что по части ваших планов? Что же придет? Что будет в конечном итоге? Что придет в вашу жизнь? Какие события идут на ваш порог? Но, видимо, без сомнений не обойдется. Это карта искаженного восприятия. Вам сложно будет сделать какой-то выбор, мои дорогие. Будьте к этому готовы. На пороге каких событий вы стоите? Да, может быть, вот я в двух словах сказала, что вы куда-то съездили в разведку, или вы какие-то разговоры провели, вы что-то просчитали, может быть, установили какие-то необходимые контакты. То есть вы именно что-то сделали, проделали. Но наступает кульминационный момент выбора. Или наступает, когда вы получаете какой-то документ. То, к чему вы шли до этого времени, вы именно у вас будет вот эта квинтэссенция. И именно в этот момент могут охватить вас сомнения. А надо ли мне этим заниматься? А надо ли мне куда-то ехать? А идти ли мне туда? Или, может быть, остаться? Может быть, мне подождать? Вот тут какой-то сложный выбор будет. На пороге каких событий вы стоите? Самое главное, чтобы у вас все бумаги, так и хочется сказать. Карта кармы, правосудие. Но нас правосудие бережет, если все документы буквально в порядке. Нам уже сказали, что вы очень ресурсны. И планы, расклад, мои дорогие, общий. Но, наверное, для всех. Еще один старший аркан. Вот смотрите, тут какая-то справедливость должна восторжествовать. И это все у нас центральный ряд. Перемены по аркану колесница, карта мага, страшный суд. То есть, ну, не будет уже как прежде. Но тут и нам воздастся как будто по справедливости, мои дорогие. Но если мы уже так поконкретнее на нашу земную жизнь, то документы, бумаги должны быть в порядке. Не должно быть что-то в прошлом, как незаконченные дела, нерешенные вопросы, подвисшее состояние, если, к примеру, у кого-то суды или разбирательства. Тут вас тогда это может удерживать только лишь потому, что пока ты там вот зерна от плевел не отделишь, пока ты все точки над «и» не расставишь, тебя вот эта история, она будет тянуть назад, как магнит. Тут надо с этим разобраться, и чем быстрее, тем лучше. Вот как будто так. Тут приходит время, ну, каких-то мудрых решений, мои дорогие. Что идет на ваш порог? Балансировать нам явно придется. Причем, посмотрите, у нас жонглер и одновременно жонглирует двумя пентаклями, но еще и он как будто на качелях качается, да, то есть ему приходится удерживать равновесие и в руках, и буквально в ногах. Какая-то непростая ситуация с финансами. Вот мы уже говорили, что придется, скорее всего, какую-то траекторию финансовую видоизменять или что-то изучать. Первая карта, мы с этого с вами начали. И то, что вы думаете, или вам, может быть, еще где-то вы сомневаетесь и кажется. Нет, не кажется. Меня смотрят очень интуитивные люди. Тут явно нужно
какой-то запасной аэродром иметь или понимать, если все пойдет не так, если все пойдет кувырком, что я буду делать? Очень справедливый и своевременный вопрос, потому что вот этот баланс придется держать. Но праздник, мои дорогие, у вас точно будет. Да, у вас что-то получится, по крайней мере, вот этот баланс вы выдержите. Может быть, придется, кстати, деньги экономить. Как будто нам карта говорит, ты можешь обойтись двумя пентаклями. И не потому, что денег нет, а потому что какие-то задумки другие. Деньги нужны для чего-то другого. А в этот период времени деньги не важны, только какие-то обычные мелкие ежедневные расходы. А сама какая-то сумма, ее как будто нужно кумулировать для какого-то свершения. На пороге каких событий вы стоите? Воссоединение у кого-то пары, мои дорогие. А вот посмотрите, мы говорили в самом начале, есть двое людей, да, карта женской силы и карта мага. Есть королева Пентаклей. Вот у нас теперь выпадает король Пентаклей. Может быть, пройдя какой-то совсем непростой путь, в каких-то совершенно других условиях, как будто в других кругах, мирах вы встречаете, либо соединяетесь с тем человеком, кого вы знаете. Но я не могу это утверждать. Тут может быть какая-то взаимопомощь, выручка, да, я это допускаю. Но здесь может быть решение личной жизни, расклад общий, и кто-то один. И тогда карта силы, карта мага – это просто, знаете, как карта вашей силы и какое-то, может быть, даже противодействие или ряд документов, ряд согласований. Когда вы тоже сталкиваетесь с людьми сильными, и как-то хитро, мудро надо с ними провзаимодействовать, как бы не спугнуть удачу и найти вот самый такой короткий путь, чтобы с конкретным лицом правильно договориться. Тогда просто будут вот именно вот эти две дуальные карты, да, 4 точнее, да, ну 2 пары, они будут говорить немножко о разных ситуациях, поэтому перекладывайте на себя. Но все же я тут вижу, и у нас где-то десятка пентаклей. Здесь может быть даже, знаете как, встреча с человеком, который вам какое-то время, вот тут действительно кто-то вами восхищается, но может быть это история такая длительная, когда вы решаете свои задачи. Я могу предположить, нам ведь тут о ваших задачах больше, о ваших победах говорили. Но за это время и какой-то человек, восхищаясь вами, делает выводы. И кто знает, может быть, этот тандем, потому что тут как люди в одних энергиях. Они друг друга понимают с полуслов. Или одинаковые ценности, мои дорогие. Вот это тоже немаловажно. Потому что тут я тут вижу праздник, скорее всего, потому что у вас не просто победа, ведь шестерка жезлов, дела, работа, бизнес, планы, осуществление какой-то мечты. А здесь может быть еще точно такая же победа и в личной жизни, мои дорогие. Давайте мы достанем карту совет. Очень перспективные карты. И хоть нам о вас сказали, что вы умеете жить сами по себе, по своему расчету, умеете точно так же выстраивать и взаимоотношения, преодолевать трудности. Ну, давайте попробуем карты совет. Что нам подскажут карты? Какой совет дадут для вас? Не допускай, чтобы у тебя было какое-то разочарование. Вот. Вы все можете преодолеть, но как только вы начинаете оборачиваться назад или чего-то ждать просто, или как без движения, да, устроить себе сеанс самокопания или воспоминанием о том, как было прежде. Вы себя сразу как, знаете, в рамки ставите. Вы сразу как будто теряете вот этот фокус внимания и горизонты. Вот это вам просто может мешать. Вот такой совет. У тебя все получится. Но, видимо, даже на людей сильных иногда нападает вот эта хандра. По сути дела, карта хандры. Будут те люди, на которых, как бы что бы ты ни слышал или не слышала, тебе все равно нужно надеяться на себя. Тебя могут чему-то призывать, тебе могут что-то обещать. Причем это могут быть и персоны, которые официальные. Но все равно держи руку на пульсе, понимай, контролируй, что то, что тебе сказали на словах, это пока не есть то, что прописано на бумаге. Вот я говорила, да? Правильно составленные документы.
Поэтому то, что тебе обещается, если можешь, максимально переведи в какое-то конкретное дело на день сегодняшний или в бумагу. Но если это остается на словах, делай выводы. Что еще? Какой совет? Советы такие непростые. Береги себя, не включайся в те дела и вопросы, которые интересны, опять же, кому-то, потому что на тебя могут воздействовать. Ты человек ресурсный, и люди видят, что ну-ка я сейчас где-то там присоседюсь, и мне, глядишь, так как-то и увереннее, радостнее, солнечней будет. А вы рискуете растратить свои силы, вот как, знаете, на кого-то. Или на те дела, которые нужны кому-то, а вам туда не надо. Обязательно отдыхайте, режим труда и отдыха. Умейте обороняться без слов, отступив полшага назад, словно растворившись, никому ничего не доказывая и сохраняя себя. О, какие жесткие советы, мои дорогие! Какой еще совет? Тебе придется пройти непростой период жизни, Аркан Башни. Ты увидишь, как будто какая-то структура, система, словно будет меняться. И это будет неизбежно. Но для тебя это не будет разрушительно. Почему? Потому что ты достаточно силен или сильна, но это от тебя потребует полной какой-то перезагрузки. И у тебя это получится. Вот, может быть, почему и говорят, вот все три карты, я уже не повторяюсь, почему вот нужно такую стратегию занять? Потому что впереди перемены, какая-то трансформация, может быть даже, это то, что мы слышим в средствах массовой информации, и это как какой-то мироуклад. А мы-то точно люди с вами не можем повлиять на то, что будет принято, ну, в каких-то высоких кругах, или пусть это даже вопросы какой-то работы в кулуарах, но с нами никто советы не держит, нам просто будет объявлено, а мы как-то должны научиться в этом плавать. Будь хитрей. Карта вора. Будь внимательней к финансам, будь внимательней к паролям аккаунтов, потому что люди, каждый будет занят чем-то своим. Если необходимо, сумей забрать свое, но сделать это элегантно, красиво и по закону. Чем меньше вы о себе рассказываете, я должна сказать, тем спокойнее ваша жизнь. Император. Вам, как, наверное, аркан-звезда, мои дорогие. Правда, у вас получится что-то осуществить. Возможно, это как какая-то миссия. Возможно, это вы смените статус. Я уже об этом говорила. Как бы к этому тоже нужно быть готовым. Это может быть смена статуса и по работе. Это может быть смена статуса и по личной жизни. Вы, мои дорогие, можете столкнуться как представители законной власти, сильными мира сего. Вы можете оказаться даже в общении с теми людьми, которые более ресурсны, чем вы, имеют именно либо рычаги влияния, ну или, как вот я говорю, может быть, представители, правда, официальных учреждений каких-то. И у вас, вы ресурсны сами по себе как личность, а у человека есть и еще кое-что. И вам придется выстраивать какие-то очень правильные диалоги. И вот эти все карты, которые нам выпали, они как будто вас готовят к новым условиям жизни и общению на новом уровне. Чтобы вы сумели общаться как бы не на равных и не соскальзывая в какие-то сомнения и самокопания, но и умели понимать, что люди, которые обещают, пока это что-то не оформлено на бумаге, да, оно вряд ли будет как бы в реальной жизни. Вот, наверное, слова от дел отличать. Будьте вот сами, это ведь все-таки карта совет, вот мудрым императором. Мудрый император знает, что две составляющие, людское мнение и обстоятельства, он на это не влияет. Поэтому он поставил перед собой какую-то основную цель, а мелкие планы он постоянно меняет, чтобы что-то как верховенственное, главное, было достигнуто. Поэтому и вы будьте мудрыми императорами, мои дорогие, даже если меня смотрят девочки.
Ну, значит, как я уже говорила, вы очень ресурсные. Перекладывайте на себя, и я благодарю за ваши душевные комментарии, мои дорогие. Спасибо, что смотрите мои видео, спасибо, что откликаетесь, спасибо за вашу спонсорскую поддержку. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, я вас люблю. И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.